Здравствуйте, дорогие зрители, постоянные и новые. Это гадание для Скорпиона на сентябрь 2022 года, конечно же. И из моей коллекции винтажных украшений я выбрала для Скорпиона вот такой вот кулон с короной. Кулон с короной. Думайте, что хотите, а я думаю, что вот корона подчеркивает такое особенное положение Скорпиона, особенные свойства знака среди других знаков, среди соседей по зодиаку. Посмотрите, покажу вам ближе. Очень красивая вещь, по-настоящему не новая, по-настоящему редкая. И, конечно, карты. И, конечно, карта. Для Скорпиона у нас будет двустороннее таро. Карты сейчас интересны тем, что я буду их по правилам искусства таро использовать, рассматривать и толковать в прямых и перевернутых значениях. Для этих карт это особенно актуально, потому что они специально так сделаны, они вот называются таро оппозиции. Под словом оппозиции здесь как раз и понимаются прямые и перевернутые значения карт, то есть их как единство и противостояние одновременно в этом оппозиции. Вот видите, здесь на любой карте нарисовано как прямое значение карты. Ну, например, нам попался паж жезлов, да? Мы понимаем, что в прямом положении эта карта очень правильная, и поэтому здесь вот оптимистичная гамма, красивый человек с благими намерениями. Но если карта переворачивается, мы видим того же человека, но над которым, тем не менее, сгущаются тучи, и его волшебный кристалл, видите, здесь его жезл, знак масти, это волшебный кристалл, а вот тут вот он превращается в кинжал. То есть это уже человек, который использует свой разум и свою силу не на благо, а скорее на зло. Вот так вот. Довольно большое гадание, я предполагаю, для вас, милые скорпионы. Наберитесь терпения. Это будет расклад на 12 домов, который многих интересует. Самая насыщенная жизнь или самая скудная, какая бы она у вас ни была, она все равно укладывается вот в эти известные 12 кусочков, 12 сегментов, 12 домов, на которые когда-то древние астрологи и астрономы поделили для нас видимую часть небесной сферы, эклиптику. В каждый кусочек попадает как какое-то зодиакальное созвездие, или скорее правильнее сказать зодиакальный знак, и попадают, естественно, какие-то впечатления, события, эмоции, поступки людей. Вот в этом суть 12 домов. Если вы не знаете, что это за схема, то, поверьте, все очень просто, и вы разберетесь в процессе повествования. Итак, Скорпион. Сначала я достаю, конечно, независимую первую карту. Она пусть будет в центре, полежит, подождет своего часа. Мы до нее еще, конечно, доберемся. Когда я раскладываю карты, понятно, что это самый медитативный или самый таинственный момент, когда я достаю карты для вас, милые скорпионы. Пожалуйста, думайте о вашей жизни, задавайте картам свои собственные вопросы. То есть старайтесь притянуть это гадание, такое кажется общее, но вы вполне можете его притянуть к себе, примерить на себя. Итак, вот прекрасное начало. Ваш первый дом. Вы сами, вот сам человек. Здесь мы не видим других людей, их влияния, не видим никаких обстоятельств. Как вы будете себя чувствовать? Сюда попадают, безусловно, здоровье, состояние физического тела и раскрытые или не раскрытые таланты. И вам выпадает не просто колесо фортуны, самое счастливое карта в колоде, но еще и прямое колесо фортуны. И это, безусловно, к счастью. То есть
судьба вам стать лучше в сентябре. Представьте, наверняка у каждого из вас есть свой план или какие-то собственные представления о том, как вы можете стать лучше, как вы можете улучшиться. Для кого-то мечта улучшить внешность в чем-то свою. Для кого-то мечта наконец-то, не знаю, заиграть на скрипке давно забытой, да, вот, с детства, то есть раскрыть, пользоваться как бы своими талантами. А для кого-то мечта выздороветь, наконец-то найти того самого идеального доктора, который подскажет то самое идеальное лекарство. Интересно, что колесо фортуны не предполагает даже активных ваших поисков или активных действий. Колесо фортуны – это, ну вот просто либо судьба, либо нет. Это всегда судьба, которая кого-то не сводит до крайности, а кому-то очень помогает. И видите, какая-то птица счастья тоже здесь несколько странненькая, но все равно изображена. То есть ловите удачу во всем, что касается вот именно вас. Мы в меньшей степени тут это относим к каким-то частям вашей жизни, там, к работе или к любви, хотя, безусловно, это с чем-то перекликается. Речь идет о вас. Вот когда колесо фортуны появляется в первом доме, предполагается, что можно и нужно заниматься собой, ходить к каким-то специалистам, которые вам, не знаю, там, кости вправляют, например. Вот, может быть, делать какие-то косметические процедуры или даже пластические операции. Счастливая, она говорит об удаче, об удивительном каком-то везении. И хорошо, что расклад именно с этого начинается, потому что состояние вашего первого дома бликует, то есть дает такую проекцию, дает свет на всю жизнь, на любые другие, содержимое любых других домов. Далее, ваше материальное положение. Ваше материальное положение существенно не изменится, скажу я вам, если вы это ждете в данный момент. Но это и хорошая новость, нет никаких потерь. Вы будете счастливы, спокойны и, в общем, сможете прожить сентябрь, не особо обращая внимание на деньги. Вам не придется о деньгах плакать, но вам и не придется прыгать до потолка от каких-то, наблюдая собственные какие-то сверхприбыли. Ваша зарплата, премии, прибыли от бизнеса будут протекать в очень-очень будут приходить эти деньги к вам в очень комфортной обстановке, очень привычной. Скорее всего, вы будете, в общем, контактировать с теми же людьми на тему денег, к которым привыкли. Ну и вообще, тройка кубков. Небольшого напряжения, небольшого счастья не обещает, хотя какое-то счастье все равно обещает. Это просто достаток, это момент, когда всего на все хватает. И еще это легкая подсказочка для вас, дорогие скорпионы. Если все-таки небольшие излишки денег у вас есть, устройте праздник. Тройка кубков предполагает траты на что-то небольшие, но все-таки на что-то неочевидно нужное. Это небольшой праздник для вас и ваших друзей, посиделки. Это какие-то милые подарочки коллегам. И тройка кубков всегда рекомендует успокоиться. Если вы сейчас волнуетесь о своих доходах, расходах, то, скорее всего, и сентябрь от этих волнений вас просто избавит. Вот так. Надолго или нет, мы тут пока не оцениваем, конечно. Вот, но тем не менее. А вот в третьем доме, где мы говорим про знакомых и родственников, ваше постоянное окружение, вам выпадает перевернутая карта. Это жрица, высшая жрица. И вот если в прямом положении, если бы была карта прямая, я бы вам пообещала добрую, честную, добродетельную женщину, например, старшую родственницу, которая спешит к вам советом и помощью, то вот перевернутая жрица – это тоже родственница или подруга, тоже раздающая советы, тоже в чем-то по-своему помогающая. Однако это женщина, которая свое влияние на вас, а ее отличительная черта именно в этом. Это женщина, которая на вас очень сильно влияет. Это авторитет для вас. Вы не можете ее ослушаться. Вы хотите следовать ее советам, хотите на нее походить, хотите следовать ее примеру. Вообще считается, что скорпиону, конечно,
ну, меньше других мечтают быть похожими на кого-либо, только на самих себя. Однако вот влияние какое-то ментальное, нравственное, духовное, интеллектуальное, это женщины мы здесь оспорить не можем. Будьте внимательны. С одной стороны, хорошо, что эта женщина есть, эта женщина-учитель, женщина такой духовный, как бывает, духовный отец, а это духовная мать, что-то вроде духовной матери. Это может быть какая-то авторитетная коллега или начальница на работе. Часто это учительница, преподаватель в университете, например, для вас, или на каких-то курсах, какой-то коуч, тренер это может быть. Вот. Такая женщина, образец для подражания. Но будьте внимательны, она учит плохому. Вот представьте, если прямая жрица спасает души, то перевернутая жрица как будто бы и на рисуночке, видите, какие почти одинаковые, но найдите 10 отличий. Найдите 10 отличий, они есть. Вот. И она как будто бы учит плохому. Она как будто бы искушает, ведет вас в какие-то дебри ненужные. Может быть, перевернутая жрица говорит, что вот этой вот ослепительной, безусловно, приятной женщине не стоит слишком доверять, может быть, стоит больше слушать себя, да. Но, тем не менее, эта карта появляется в 3-м доме и предвосхищает появление вот в вашей жизни такой вот подруги, авторитетной, влиятельной, очень ведущей, безусловно, необычной. И сами смотрите, какой она будет для вас. Доброй феей, да? Прямая карта – это добрая фея. Либо она будет для вас феей недоброй. Плохим примером, да? Как известно, мы в этой жизни встречаем людей, которые хороший пример несут, а бывает, встречаем тех, кто несет плохой пример. А далее ваша семья, ваши семейные, родственные и домашние отношения. Король кубков здесь появляется, любящий мужчина, либо какой-то водный. Во всех случаях это человек, проявляющий эмоции, и человек, мужчина, безусловно, это же король, человек, от эмоций которого очень сильно сейчас зависит состояние вашей семьи, состояние дома, домашние какие-то семейные дела. Но король кубков дома по месту жительства – это хорошая карта для кого-то, кто думает о любви, потому что вы можете наблюдать тут любовь дома. То есть у вас дома, в том месте, где вы живете, появляется вот такой вот любящий мужчина. И, безусловно, эта любовь, конечно же, романтическая. То есть король кубков – это и ваш романтический партнер, это новый жених, может быть, а вот вхожий в дом ваш, а может быть, вы в его дом, там, не знаю, вхожий или переезжаете. Все крутится вокруг вот мужских, с одной стороны, энергий, все вашей семейной, домашней жизни, а с другой стороны, вокруг энергий очень мягких, потому что король кубков – это, конечно, человек, в общем, не деятельный, человек более обещающий или производящий впечатление. Да. Хорошо, что карта выпадает вам прямая, потому что если бы она была перевернутая, то он здесь совсем уж как-то неприглядно выглядит, но на самом деле всегда нужно помнить и о негативном значении карты. Все-таки не будем сбрасывать это со счетов. Дело в том, что 4-й дом предполагает любые ваши операции с недвижимостью, включает. Это переезды, организация каких-то жилищно-коммунальных вещей. Да? Это сюда попадают собственники квартир наемных, например, если вы в таковых живете, ваши хлопоты о документах, связанных с квартирой, жильем, недвижимостью. Поэтому где-то вот даже не в семейной, а вот около жилищной сфере у вас может появиться такой человек, такой близкий, такой уютный, такой добрый, такой располагающий, но, внимание, но это король кубков, очень ненадежный. Например, вы можете затеять, если сейчас продажу квартиры,
то подружитесь сильно-сильно с каким-то брокером, например, который вас будет согласиться всю эту историю сопровождать. Но помните, может быть, и человек неплохой, но не всегда знает, что говорит, не всегда отвечает за свои обещания. И тем не менее, мужская фигура, что, в общем-то, тоже достаточно неплохо. Далее мы подходим к ответственной довольно для многих теме. Это тема, конечно же, любви. Прекрасно, что в 5-м доме, кстати, 5-й дом по-правильному называется «Благая судьба», потому что это дом удовольствий. Сюда попадают увлечения, удовольствия, дети, а также романтическая любовь. И вот самая уместная карта вам досталась из 9 кубков. Она как раз и называется «Любовь». Она описывает любовные, даже не приключения. Приключения будут после или были до. 9 кубков – это свидания. Буквально карта воплощает любовные чувства в каких-то реальных любовных поступках. И 9 кубков говорит о том, что будут свидания. Сентябрь для вас – это месяц свиданий. Причем свидания полноценные, то есть это вряд ли это один какой-то эпизод. Это, безусловно, любовная история, когда вы имеете чувства, чувствуете достаточно взаимные. Если вы одиноки, 9 кубков обещает вам, тем не менее, романтический сентябрь, вы будете ходить на свидание, но это не портрет конкретного человека. Вот давайте задумаемся. Вот конкретного одного парня нету, а свиданий много. Но это тоже ведь хорошо. Это значит, что с несколькими, с разными людьми будете романтические вечера проводить. Вы выбираете, пользуетесь успехом. Если вы сейчас в отношениях любовных уже состоите, встречаетесь, например, встретили, добыли свою вторую половинку, то 9 кубков обещает вам очень безмятежное время, когда вы не ругаетесь, вы не пытаетесь менять, трансформировать ваши отношения, вы только лишь наслаждаетесь любовью. Это поездки, это походы в рестораны, поездки недалекие, совместные какие-то, недальние, это обмен подарками, это просто, вот знаете, такое время близости, удивительной близости. Если вы в браке, то 9 кубков, собственно, тоже обещает романтический период, может быть, повторение медового месяца, который вам когда-то так понравился. Работа и служба. Для кого-то это работа, для кого-то служба. Но вообще 6-й дом, злая судьба, он называется. Сюда попадают еще болезни. Вот так. И карта башни вам выпадает. Выпадает карта башня. Она говорит о разрушениях. Вот все вышеперечисленное, работа, служба для вас. Все это как-то меняется. Считается, что все-таки именно карта башни описывает самый противоестественный, неожиданный и самый болезненный, и самый неотвратимый конец добрых начинаний. Конец работы вместе с башней, то есть конец работы, разрушение вашего какого-то карьерного пути, закрытие фирмы. Это все очень-очень близко, очень даже возможно. К сожалению, да, карта традиционно считается плохой, хотя если глубже, более осознанно посмотреть на вещи, башня разрушает только то, что в вашей жизни отжило, и то, что вам на самом деле давно-давно не нужно. То есть, если вы теряете работу вместе с этой картой, это значит, что вы давно, как самый терпеливый в мире скорпион, ходили на уже неперспективную, ненужную какую-то вам работу. Однако я согласна, да, что в моменте переживания по башне очень-очень серьезные. О чем старший аркан предупреждает? Да, в общем-то, знаете, наверное, ни о чем. Дело в том, что когда мы рассматриваем вот младшие арканы, хорошие карты или плохие, нейтральные, да, мы в основном
копаемся в советах. Мы хотим услышать советы, то есть, ну, чтобы подготовиться, знать, как себя вести. А вот старшие арканы в колоде Таро описывают нечто неотвратимое, неизменяемые факторы и события. Это то, к чему подготовиться можно, но это никак не поможет. Это то, чего нельзя избежать, чего нельзя изменить. И совет для вас, если вы теряете работу, закрываете бизнес, или если у вас разрушается какой-то другой важный жизненный проект, вот такой вот служебный, да, так скажем, совет, который несет башня, собственно, только один: разрушения эти предотвратить нельзя, бороться с ними, отменить их тоже не в ваших силах. Ну, в старых толковниках Таро писали, что, получив башню, вы должны представить, как просто подальше от нее убегаете, чтобы вас вот не зацепило обломочками. Карта требует от вас внимания в такой разрушительный, действительно, в жизни момент. Будет ли начало сейчас нового проекта, мы вам не говорим, не сообщаем. Партнерство и брак. Теперь партнерский дом. Тоже прямая, и это очень хорошо. Семерка жезлов вам выпадает. Споры с партнером, споры в партнерских отношениях. Конечно, это любовное партнерство в первую очередь имеется в виду. Ну, то есть ваш муж, например, если вы замужем, то семерка жезлов говорит, что ваш муж почему-то неожиданно в сентябре решит либо вас сильно ревновать на пустом месте, а может и не на пустом, вот, либо почему-то он решит с вами спорить, отвоевывать, отстаивать какие-то свои интересы. То есть мы видим здесь портрет избранного, самого важного для вас теперь человека. Портрет очень-очень воинственный. То есть готовьтесь к тому, что ваш партнер романтический, или это может быть какой-то друг в бизнесе, вам помогающий, будет с вами соревноваться, конкурировать. А собираетесь ли вы с ним конкурировать? Вот ведь в чем вопрос. А мне кажется, это происходит от того, что мы увидели, да? Вам в сентябре, вот лично вам, а здесь это очень интимное везение, первый дом, вам очень сильно повезет. Так может быть, вот эта семерочка жезлов, это легкий намек от зависть, на какую-то ревность, на какое-то сравнение со стороны достаточно близкого какого-то человека. Вы знаете, что чаще всего встречается и бывает самая разрушительная зависть именно близких людей. Вот. Не являясь плохой картой сама по себе, семерка жезлов, однако, говорит, что человек, на которого вы планируете больше всех положиться в сентябре, будет вдруг ощетиниться, как еж, и будет с вами спорить, и будет видеть вас врага, или сверкать глазами так, как будто бы вы его враг. Вот, кстати, сочетание карт: партнерский дом и башня. То есть из-за споров, например, с партнером в бизнесе, вы, собственно, этот бизнес можете и потерять. Далее. Какое-то предупреждение. Вот я вижу перевернутую карту. Мы добрались до 8-го дома. Это, безусловно, критические ситуации. Ну, правильнее сказать, испытания. Да, проще сказать. 8-й дом, он такой грозный. Кстати, ваш собственный. Познакомьтесь. Это место жительства. Это норка Скорпиона. Во всем зодиакальном поясе для каждого знака есть свой дом-домик. Вот у Скорпионов это 8-й. Поэтому, естественно, для вас он важнее, чем для других. Но рассмотрим его детальнее. В целом, карта в 8-м доме спешит нам рассказать про испытания, которые вас ждут в сентябре, а также про большие прибыли, которые вас тоже ждут или не ждут в этом сентябре. И что мы видим? Двойка пентаклей, да, перевернута. Вот прямая карта очень легкая и простая. И она говорит о том, что ни первого крупных испытаний, ни второго огромных прибылей у вас месяца не будет. Скорее вам будет просто
на все хватать, а с грядущими испытаниями, по-настоящему тяжелыми, вы как бы заранее, аккуратно, заведомо, заочно справитесь. Однако, видите, перевернутая карта выпадает. Смысл ее не меняется на сильно противоположный. Она, когда переворачивается, не становится ужасно-ужасно плохой. Однако в таком положении карта предупреждает, что вот в этих вопросах жизненные трудности, испытания и большие деньги у многих скорпионов не хватит сил дойти до цели. Почему? Потому что вы не проявите должную или нужную легкость характера. Вы не сможете что-то вовремя отпустить, простить, забыть. Вы не сможете вот те самые, ну знаете, жизненные мелкие трудности, привычные, которые есть каждый день у всех, вы не сможете их вот так вот легко игнорировать, не сможете вот так легко называть их пустяками, вот так вот скажем. Однако карта спокойная, мелкая, да, испытаний не будет, равно как и больших прибылей. Но знаете, не расстраивайтесь насчет прибыли, потому что большие прибыли в жизни как раз-таки иногда и бывают самыми большими испытаниями. Кто проходил, тот знает. Зато прекрасен ваш 9-й дом. Сюда попадают дальние дороги или путешествия, да? Вопросы культуры, философии, религии, веры, а также учеба. Туз жезлов, прямой, сверкающий. Это очень энергичная, наверное, самая энергичная карта в колоде Таро. Туз жезлов – это, вот знаете, векторный такой луч, знаете, сгусток энергии, как вот в фантастических фильмах бывают лазерные мечи, что ли, вот какие-то такие, когда лучом там режут космические корабли. И вот этот самый лазерный меч оказывается, ну хотя бы как минимум на месяц в руке у каждого скорпиона. А это значит, что как по взмахам волшебной палочки вы сможете начать, например, учебу, очень нужную, уместную для вас. Это может быть крупный проект, пойти получать там 2-е, 3-е, 4-е высшее образование. А может быть проект поменьше, это просто пойти на курсы. Они тоже многое могут дать, да? Вот. А потом с такой же вероятностью это большой, отличный шанс для вас идет затеять дальнюю дорогу. Отправиться в путешествие. Дальняя дорога. Дорога в один конец может быть что-то вроде иммиграции, популярной ныне. А может быть это просто замахнуться там, не знаю, на какую-то поездку, на кругосветное путешествие вам предстоит. Во всех случаях тузы – это шансы. И вот, конечно, мы любого месяца, правда, и любого дня ждем и спрашиваем, какой шанс у меня будет сегодня, например, да? Вот. И у вас, в общем, достаточно беспокойный месяц, но самый мощный, очевидный, такой яркий шанс – это затеять дорогу или учебу. Подумайте об этом. Учеба нам всем всегда нужна, вы знаете, да? Единственный способ, чтобы не старели мозги и чтобы нас люди на земле не теряли, это чтобы мы не теряли себя. Для этого нужно постоянно учиться. Поэтому, если даже не планировали, попробуйте что-то такое придумать. Им далее карьера, профессиональная карьера. Давайте так об этом говорить. Профессиональная карьера. 10-й дом – это ваш социальный статус. Король Пентаклей тоже прямой. Вам достается, это тоже очень хорошо. Король Пентаклей – портрет добродетельного, очень спокойного и очень денежного мужчины. Напрямую карта это очень хорошая. Однако напрямую вот карьера, какого-то прорыва карьерного, она вам не обещает. Она не карьерная. Взамен карьеры вам сейчас предлагаются деньги. Ну, знаете, возьмите деньгами. Вам нужна карьера, вам нужна новая должность, вам нужна, ну, буквально там какая-то новая табличка на кабинете или новый кабинет, да.
Отложите эту историю, возьмите деньгами. Тут как будто бы обмен такой идет. Карта портретная, фигурная, придворная. Король Пентаклей – это портрет мужчины, не старого и не молодого, мужчины, который очень многое меряет деньгами. Кстати, есть его принадлежность к масти, а значит к определенной стихии. Мужчина этот земной, с большой долей вероятности. Телец, Дева или Козерог. Мужчина сейчас влияет на вашу карьеру? Да, но как-то очень непрямо, опосредованно. На самом деле король Пентаклей – это ведь личность очень инертная. Вот надо помнить о том, что это инертная масть. Королю Пентаклей самому не особо нужно, не особо есть дело до вашей карьеры, но ему есть дело до собственных выгод. Если вы в сентябре хотите продвинуться именно в карьере, в своем социальном статусе, то вам скорее нужно разыскать и выбрать среди других этого короля Пентаклей и заинтересовать его прибылями. То есть он должен увидеть в вас какую-то пользу. Так, например, если вы идете смело заявлять начальнику, что хотите новую должность, да, то вы должны очень практично рассказать ему в первую очередь, что он от этого получит и выиграет, какие вы радости компании лично ему принесете, почему ему выгодно вас переназначить. Такая вот история. Но все-таки король Пентаклей, конечно, не злодей, и он очень-очень может помочь, если вам сейчас нужна, конечно, карьера. Хотя такие перемены, пока мы говорим о карьере, да, давайте вернемся. Мы же можем себе позволить, это же наш расклад, мы здесь хозяева, наш с вами канальчик, наш с вами раскладик. Поэтому давайте вторую карту сюда достанем, не против вы, на работу. Что-то мне вот хочется докопаться здесь до какой-то большей истины. Работа, 6-й дом, потому что башня, мы не можем вас оставить в таких сомнениях или в таком плохом настроении. Чуть-чуть полегче, конечно, стало, но не очень. В пару к башне выпадает перевернутая королева кубков. Вот прямая – это добрая, сочувствующая, хотя и малополезная женщина, да? А вот перевернутая королева кубков – это, чтобы было понятнее, часто говорят русалка, да? Вот, то есть психотип русалки, королева кубков – это женщина очень чувствующая и чувственная. Часто она принадлежит к водной стихии, так же, как и вы. Соответственно, это женщина рак, скорпион или рыбы. Вы, наверное, с такими чаще дружите. И эта женщина манипулирует, строит какие-то интриги. Но, по крайней мере, очень много приносит вреда. Нереального. И немножко, кстати, легче от того, что карта здесь появляется. Потому что мы можем списать вот эту башню и события, происходящие, на эмоции. Мы говорим о том, что, например, вот просто для примера, какая ситуация может быть. На работе у вас появляется, ну, скажем, приходит новенькая женщина, да, сотрудница, или старенькая возвращается из отпуска и очень портит эмоциональный фон. Очень. Вообще королева кубков перевернута именно. Персонаж крайне неприятный. Я даже часто думаю, что это хуже, чем королева мечей. Потому что королева мечей – это все-таки очевидная злодейка, которую ты видишь злодейкой, ты ее избегаешь и боишься. Вот. А королева кубков – это женщина, которая говорит очень ласково, которая находится всегда рядом, которая, может быть, и хвалит, но хвалит так, что зарыдать хочется, да? То есть это женщина лицемерная, очень вероломная, действующая постоянно из-под тишка. И карты тогда предупреждают вас об опасности. Смотрите, есть какой-то неочевидный враг, неочевидные вражеские происки для вас, которые сейчас, допустим,
вам портит только настроение на работе и удовольствие от работы. Но позже могут заставить вас и сбежать с этой работы, и отказаться от какого-то выгодного и нужного для вас проекта. Поэтому будьте внимательны. Персона. Вот где корень зла, вот где собака зарыта у вас на работе. Персона. Кстати, королева кубков перевернутая, это можете быть и вы. Но тогда все вышесказанное, весь предыдущий абзац примерьте на себя и делайте выводы, какими вам быть не стоит. А мы продолжаем после того, как обсудили карьеру. Переключаемся на 11-й дом. Это ваши планы, общественная жизнь и малознакомые люди, так скажем. Конец планам, конец. Вот интересно, да? Карты любят пошутить, так же, как и Вселенная, да? И мы добрались до 11-го дома, где мы вот обсуждаем именно ваши планы, да? И выпадает 8 кубков, которая говорит, что план провальный, придется от него отказаться. Вот так вот. То есть ваши планы, связанные с новыми знакомствами или с группами людей, с какими-то групповыми общественными интересами, а также планы, связанные с планы прославиться, планы привлечь, например, каких-нибудь фанатов или подписчиков, пока не состоятся, причем проект приходится сворачивать как-то целиком. 8 кубков в 11-м доме только не советуют вам слишком ждать полезные новые знакомства. Как будто бы у вас, вот вы предполагаете, что у вас должны появиться доброжелатели, но они не появляются, а может быть появляются и быстренько исчезают. Вот так вот. 12-й дом – это ваша внутренняя жизнь, жизнь вашего подсознания, а также разные тайные опасности, преступления разного уровня сложности вашей или в отношении вас. Вообще старший аркан, карта суд, причем карта эта прямая, она говорит о том, что, это 12-й дом, поэтому событийного значения у карты тут нету никакого. Суд в 12-м доме нам сообщает о каком-то прозрении, очень глубоком, очень внутреннем, очень таком, знаете, погруженном в ваши тонкие тела, вообще в очень тонкие такие вибрации вашей головы и вашего организма. 12-й дом – это все, что с вами происходит, но вы при этом можете об этом даже совсем-совсем не догадываться. Это ваши вызревающие из снов и каких-то интуитивных догадок, вызревающие ваше новое «я», альтер-эго. Суд. Иногда, конечно, описывает суд, знаете, такой вот какой-то внутренний. Это может быть очень-очень-очень острое чувство вины. Но, как известно, скорпионы просто в силу даты своего рождения склонны к самобичеванию. Скорпионы – это вот самые самобичующие люди, самые самокритичные. Вот. Поэтому в целом месяц, хотела сказать хороший, но не буду, преувеличивать, разный, так это назовем. Вот. А внутри огонь, пожар и даже новый повод придраться к себе, я так бы сказала. Итак, итоги нашего разговора с вами. В общем, достаточно неплохие, много фигурных карт, поэтому обращайте внимание на людей, которые сопровождают вашу историю. Это и старшая подруга, с которой вы за одним столом оказываетесь. Это и мужчина, и чувство его, который где-то в семье или в ваших стенах рядом с вами бывает. Безусловно, на работе женская фигура очень мощная, хоть и не очень хорошая здесь есть. Работа, карьера. Карьера вообще зависит сейчас от скучного и жадного мужчины. Месяц неплохой, главное, что он очень неконфликтный. Правда? Нет конфликтных карт, поругаться
не сможете. А ведущая карта, она в основном дает, конечно, совет вам в центре расклада. Влюбленные. Это карта влюбленные. Да, шестой аркан. Ну, другое, нет, первое название влюбленные. Вместе с девяточкой кубков в пятом доме, конечно, они вам обещают месяц очень романтичный, вы думали, я скажу. Скорее чувственный, потому что вот девятка кубков это все-таки менее романтика, это более чувственность, это более близость, вот что-то такое очень телесное, земное, воплощенное. Ну и карта влюбленной тоже, вы понимаете, да? То есть сентябрь для многих скорпионов может стать торжеством такой очень понятной, близкой физической любви. Однако и для всех других, кто любви не ждет, карта влюбленный — это старший аркан, важный. Она говорит, что в сентябре вы можете выбирать. Тут можно поставить прям жирную точку, потому что на самом деле не всякий раз, не каждый день в жизни нам Вселенная дает право или повод выбирать. Как правило, мы ведомы обстоятельствами, временем, как бы другими людьми. А вот когда выпадает карта влюбленный, получается, что вы творец своей судьбы во многом. И вас ждет выбор. Один, например, связанный с работой, другой, связанный там, кстати, выбор вот связанный с большими деньгами, потому что двойка, вот это пентакли, это тоже выбор такой. И карта влюбленной выпадает всегда как совет. Будьте внимательны именно вот в этот момент, когда вы выбираете, даже если что-то незначительное, например, кого позвать, кого из коллег позвать на посиделки, на вечеринку, на свою какую-то, кого не позвать. А тем более в каких-то крупных, серьезных вещах. Будьте внимательны и помните, что любой, даже самый маленький и, казалось бы, неответственный наш жизненный выбор определяет течение судьбы в целом и надолго. Спасибо.